Друзья, всем привет! Готовлю йогуртовый торт для любителей вкусных, низкокалорийных, легких десертов без глютена и без добавленного сахара. Если вы следите за формой и придерживаетесь здорового рациона, тогда этот рецепт именно для вас. В теплое время года торт освежает и дарит много позитивных эмоций. Он легко усваивается в ЖКТ, так как нежные бисквитные коржи на муке зеленой гречки богаты клетчаткой. Готовится очень просто и быстро. В яичные белки добавляю подсластитель и соль. Вымешиваю на высоких оборотах миксера, чтобы подсластитель полностью растворился и получилась плотная меренга. Хорошо взбитая меренга устойчиво держится на венчиках миксера и при поднятии формирует четкие пики. Холодные желтки из холодильника тщательно вымешиваю на высоких оборотах миксера. Очень важно хорошо вымесить желтки, чтобы они посветлели и стали пышные. От этого зависит, насколько пышный получится бисквит. Вот так готовые желтки опадают при поднятии в чашу с венчиков миксера. Они не стекают, а именно опадают с гусками. Во взбитую меренгу добавляю желтки и растительное масло. Осторожно перемешиваю под углом на умеренных оборотах миксера, чтобы насыщать яичную основу кислородом. Яичная основа хорошо взбита. Это видно потому, как она сползает с венчиков миксера. Присыпаю мукой зеленой гречки, чтобы она равномерно распределилась в яичной основе. Добавляю ванилин. Осторожно перемешиваю на умеренных оборотах миксера под углом, чтобы насыщать тесто кислородом. Невымешанные остатки снимаю со стен чаши силиконовой лопаткой. Недолго перемешиваю на низких оборотах миксера. Форму для выпекания с предварительно выстеленной пекарской бумагой и смазанной по бортам сливочным маслом. Выкладываю все бисквитное тесто. Форму с тестом убираю в заранее разогретую до 150 градусов духовку на 70 минут. Желатин всыпаю в воду и перемешиваю, чтобы желатин полностью растворился. Оставляю на столе для набухания. Готовый бисквит оставляю на решетке до полного остывания, а затем убираю в холодильник. Дно формы, в которой выпекался бисквит, потянул пищевой пленкой. Для удобства борта формы можно проложить ацетатной лентой. Холодный бисквит разрезал на 2 бисквитных коржа. Йогурт для суфле используйте по желанию любой. Главное, чтобы он не был питьевой. И если йогурт не сладкий, добавьте по вкусу подсластитель в сливки. У меня это стевия, несколько капель. Охлажденные сливки взбиваю миксером до мягких пиков. Набухший желатин необходимо разогреть до горяча на плите или в микроволновке. В йогурт вливаю горячий желатин и перемешиваю миксером. Выкладываю взбитые сливки, перемешиваю миксером. Также можно перемешать ручным венчиком. Невмешанные остатки снимаю со стен чаши силиконовой лопаткой. Половину суфле вливаю в подготовленную форму, поверх пищевой пленки. Сверху укладываю бисквитный корж и формирую корж, слегка придавливая его к суфле. На бисквитный корж укладываю оставшееся йогуртовое суфле и распределяю суфле по коржу удобной лопаткой. Закрываю вторым коржом срезом внутрь и фиксирую рукой. Накрываю пакетом и убираю в холодильник до следующего дня. Йогуртовый торт получился легкий, воздушный и очень вкусный. Я в этот раз решил приготовить на персиковом йогурте по вкусу лета. Вы можете приготовить на любом йогурте фруктовом или ягодном, который вам нравится. Это самое то в жаркое лето. Подойдет даже если вы соблюдаете диету или дефицит калорий. Остановиться на одной порции просто невозможно. Друзья, готовьте со мной вкусные и полезные рецепты на канале. Приятного аппетита!